Тень Гондваны. Уникальные древние хищники южных континентов. Аргентина, Мадагаскар, Индия. Почему там эволюция пошла не как у всех? Давайте прокатимся по южной ветке эволюции. Миллионы лет назад Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия, Мадагаскар и Индия были частями одного суперконтинента – Гондваны. Когда Гондвана распалась, каждую крупную щепку унесло в свою сторону, и эволюция там начала работать в изоляции. В северном полушарии шла классика – тираннозавры, цератопсы, гадрозавры. А вот в южном полушарии родились линии, которых на севере почти не было, или они были слабее. Абелизавриды, гигантские крокодиломорфы, странные млекопитоедные хищники и даже птерозавры, которые вели себя как наземные охотники. Южные континенты дали не альтернативных, а равноценных хищников. Просто эволюция там выбрала другие инструменты. Аргентина – земля абелизавров и суперхищников Патагонии. Патагонские формации многим знакомы как патагонийская фауна, и они выдали на свет целую галерею южных хищников. Абелизавриды, карнотавр састри, бык-ящер с рожками и укороченной мордой, аукозавр, скорпиовинатор, экриксинотозавр. Все они показывают одну линию. Короткие руки, мощные задние конечности, массивный череп. В отличие от северных терапод, у них часто была рельефная голова. Это гребни и бугры. Возможно, для демонстрации или видов признания. Почему так? Потому что в Южной Америке долго не было северных конкурентов типа тиранозаврид. Абелизавриды заполонили верх хищной ниши и удерживали ее десятки миллионов лет. Гиганты вроде гиганотозавра и мапузавра – это уже не абелизавриды, а кархародонтозавриды. Отдельная линия гигантских хищников Гондваны. Они были более длинными и пластичными, чем T-Rex, с зубами, рассчитанными на резку мяса, а не на дробление, и, вероятно, могли охотиться группами. Юг выбрал режущих хищников, а не кусаю и ломаю все, как на севере. Наземные крокодилы. В Южной Америке жили не только динозавры-хищники, но и целая армия себекозавров. Это длинноногие крокодиломорфы, которые бегали по суше и могли конкурировать с тероподами. Это тоже южный фокус. Там крокодилы не ушли только в воду. Они остались на суше и пытались стать хищниками уровня динозавров. Мадагаскар. Лаборатория странных форм. Мадагаскар давно был отделен, поэтому там спокойно развивались формы, которых на материке стало меньше. Маюнгозавр – главная звезда. Маюнгозавр гренатиссимус – тоже абелизаврид. У него очень короткая морда, крепкий череп, мощные ноги, признаки, что он мог поедать себе подобных. Найдены следы каннибализма на костях маюнгозавров. Мадагаскар показывает классическую историю. В изоляции абелизавриды стали доминировать еще сильнее, потому что не было ни тиранозавров, ни крупных кархародонтозаврид. Странные крокодиломорфы и полуводные формы. Мадагаскар вообще любит переходные варианты. То ли крокодил, то ли динозавр, то ли полуводный хищник. В изоляции такие формы не выдавливались конкурентами и могли сосуществовать. Индия – оторванный хищный остров. Когда Индия отделилась и поехала к Азии, она была огромным, но изолированным плавучим континентом. Это идеальные условия для того, чтобы южная линия хищников там удержалась. Раджазавр или царский ящер – тоже абелизаврид с характерным гребнем на голове. Жил в то же время, когда в северном полушарии уже царствовали поздние тиранозавриды, но в доисторической Индии их не было. Пока на севере шла одна эволюция, на оторванных южных платформах продолжала доминировать совсем другая группа. Почему не как у всех?
Изоляция после распада Гондваны. Континенты уплыли в разные стороны. Обмен фауной снизился. Каждая ветка закрепляла своих хищников. В Южной Америке сильнее сохранялись крокодиломорфы, которые на севере уступили динозаврам. Это меняло правила игры. Позднее появление северных групп. Тираннозавры – продукт северных экосистем. До южных континентов в полном виде они не добрались. Там все ниши уже были заняты. Островные эффекты. Мадагаскар и Индия – ускорители странностей. На островах лучше выживают непривычные формы, которые на материке были бы вытеснены. Климат и флора. Южные широты мезозоя часто были теплее и влажнее. Много крупных травоядных. Можно содержать несколько линий крупных хищников одновременно. Представьте Землю, где нет тираннозавра, но есть хищники не хуже, с рожками на голове, с мордой-бульдожкой и с таким укусом, что даже сородичи не чувствовали себя в безопасности. Это южные континенты, тень Гондваны. Пока на севере эволюция шла по классическому пути, в Аргентине, на Мадагаскаре и в Индии правили другие. Их называли абелизаврами. Они были уродливыми, коренастыми, с крошечными руками, но именно они были хозяевами юга. Почему юг выбрал таких монстров, а север породил тираннозавра? Сейчас разберемся. Южные континенты показывают, что динозавровый мир не был единым. Если бы мы изучали только Северную Америку, мы бы подумали, что эволюция вела к Тирексу. Но Гондвана доказывает, что в других условиях вершиной пищевой цепи могли стать вообще другие хищники. Коренастые, рогатые, с крошечными руками и очень плохим характером. Что если бы тираннозавр высадился в Патагонии? Представим, поздний мел, Аргентина, южная арена. По степи лесу бродят аргентинозавры, в тени живут абелизавриды, где-то поблизости охотятся кархародонтозавриды вроде мапузавра. И вот туда, как будто с северного континента, попадает тираннозавр Рекс, северный топ-хищник. Что будет? Две разные школы хищников. Северная школа тираннозавр. Огромная голова и челюсти, которые не режут, а ломают. Укус с безумным давлением и охота на крупных динозавров, которые тоже умели защищаться. Вероятно, неплохое зрение и мозг посложнее. Южная школа или Патагония. Абелизавриды, карнотавр и скорпиовинатор. Быстрые, коренастые, с короткой мордой. Кархародонтозавриды. Это гигантозавр и мапузавр. Длинные, аллигаторные, с зубами для срезания мяса. Плюс наземные крокодиломорфы, которые периодически вмешиваются. Юг был устроен так, что крупных хищников могло быть несколько одновременно. На севере чаще был один царь. И вот в эту систему попадает северный монарх. Первая проблема Тирекса – незнакомая добыча. В Северной Америке он сталкивался с трицератопсами, эдмонтозаврами и торозаврами. В Патагонии же главная еда крупных хищников – колоссальные зауроподы, аргентинозавр и более мелкие титанозавры. Они выше, длиннее, толще, чем большинство северных травоядных. Тираннозавр может их бить? Да, но не так, как дома. Своими кусаю и держу он может ломать отростки, крушить кости таза, откусывать огромные куски мяса. Но против очень длинного зауропода ему придется работать сбоку и сзади, а не в лоб. Там хвост и ноги. Тут южные хищники уже приспособлены. Они режут и утомляют. А Тирекс бьет и калечит. Встреча с абелизавром. Абелизавр, например, карнотавр. Этот хищник бы на взрослого Тирекса не полез. Он меньше, легче и, скорее всего, охотился на более мелкую добычу и молодых особей гигантов. Сцена может быть такой. Абелизавр первым замечает чужака. Он обходит кругом, пробует на запах,
может даже сделать короткий угрожающий рывок. Проверить реакцию. Но как только тираннозавр разворачивает голову и рычит, абелизавр понимает – это не местный, и он тяжелее. Абелизавр отступает. Южные хищники были крутые, но не глупые. То есть мелкие и средние местные хищники Тирекса скорее всего признают как опасного соседа. Главная дуэль с мапузавром или гиганотозавром. Вот это интересно, потому что Юг тоже умел делать очень крупных хищников. Сравним стили. Тирекс – одиночный массивный танк с укусом-дробилкой. Мапузавр или гиганотозавр длиннее, но легче, могли охотиться группой. Зубы как ножи, которые режут и вызывают кровопотерю. Если бы это был прямой бой 1 на 1 на арене, Тирекс постарается схватить голову или шею и удержать. Мапузавр не дает себя удержать и старается бить по бедрам и хвосту, делая раны. Но в реальной природе они бы не дрались, как гладиаторы. Они, наверное, бы избегали прямых столкновений. Делили территории по добыче и по времени. Выходили бы на конфликт у падали. Кто же царь-падальщик? Вот тут Тирекс блестит. Южные хищники режущие. Они оставляют много костей и остатков. Тирекс – падальщик суперлюкс. Его челюсти позволяют разгрызать даже кости гигантов. У него преимущество. Он может есть то, что другие уже не едят. Он может отгонять более легких абелизавров. Он может захватить тушу и держать ее долго. Но, если к туше придет группа мапузавров, одинокому Тирексу станет тяжело. Южный континент умел коллективной мощью давить даже крупных хищников. Кто победит в экосистеме? Если сказать коротко и честно, никто не победит окончательно. Экосистемы не работают как турнир, но можно разложить по преимуществам. Что Юг сделает с Тирексом? Заставит его стать более территориальным, потому что хищников крупных больше. Заставит чаще питаться падалью и подранками, а не с нуля валить взрослых титанозавров. Заставит избегать групповых кархародонтозавридов. Возможно, приведет к тому, что южный Тирекс станет чуть легче и подвижнее через несколько поколений, если фантазируем эволюцию. Что Тирекс привнес бы в Патагонию? Новый тип укуса – дробящий, которого у местных почти не было. Конкуренцию у падалей. Южным хищникам пришлось бы приходить раньше. Опасность для молодых и средних особей местных хищников. Он мог бы их просто убивать как конкурентов. А если бы они жили вместе долго? Если представить миллионы лет совместной эволюции, южные хищники сохранили бы групповую охоту. Ветка Тирекса на юге, возможно, сделалась бы более охотничьей, а не ударной, потому что добыча длиннее и выше. Кто-то из абелизавридов, наоборот, бы занял нишу быстрого охотника по лесу и жил бы рядом. В итоге мы бы увидели 3 уровня хищников. Супертяжелый по линии Тирекса, групповой режущий по линии мапузавра и быстрый абелизаврид. Это была бы более насыщенная гильдия, чем в Северной Америке. Острова, где эволюция сошла с ума. Обычно мы думаем, чем меньше остров, тем меньше звери. Но в палеомире все было хитрее. На изолированных островах могли жить карликовые динозавры и гигантские летающие охотники, которые на материке вели бы себя совсем иначе. Лучший пример – остров Хацек. Поздний мел. Территория нынешней Румынии, который палеонтологи иногда называют островом карликовых динозавров. Но это только половина правды. Там были и монстры помощнее и опаснее. Что такое правило островов? Это биогеографическое правило. Его еще называют островным правилом. Крупные животные на островах уменьшаются. Им не хватает ресурса и маленьким проще выжить. Мелкие, наоборот, могут увеличиваться. Они освобождаются от конкурентов и хищников. В палеомире это правило тоже работало, только вместо слонов и оленей – динозавры и птерозавры. Остров Хацек. В конце мелового периода часть Европы была не сплошным континентом, а архипелагом.
Среди этих островов был и Хацек. Остров был не гигантский, с ограниченной пищевой базой. И вот что мы там видим в ископаемых? Карликовые зауроподы. На материке зауропод – это диплодоки и аргентинозавры. Многотонные машины длиной 20, а то и 30 метров. На острове Хацек существовали островные версии. Магиозавр – завропод размером с крупную корову. Полудититан – тоже небольшой. Почему так? На острове было мало еды, и содержать высокую башню на ногах невыгодно. Там не было крупных хищников, а значит, не надо быть гигантом для защиты. Чем меньше размер, тем раньше приходит взросление, и тем больше шансов оставить потомство. То есть завроподы сжались, но не исчезли. Гигантские птерозавры. Воздушные тираны острова. И вот тут начинается самое интересное. На Хацеге жили аждархиды, семейство гигантских птерозавров, родственники Хацегоптерикса, Арамбургении и многих других. Они имели размах крыльев до 10-11 метров. Они были высокими, как жирафы, и они вели себя не как чайки, а как наземные хищники, которые ходят по суше и хватают все, что меньше их. И получается парадокс. Динозавры уменьшились, а летающие ящеры стали главными хищниками. На обычном материке птерозавру сложно охотиться на молодых завроподов. Их охраняют мамы, вокруг полно других хищников. На острове, где все поменьше, а крупных теропод нет, гигантский птерозавр становится львом острова. Кто жил еще на острове? Карликовые орнитоподы, примитивные хищные динозавры поменьше и много молодых стадных животных. Идеальная добыча для птерозавра. Почему на островах так искажает размер? Ограниченная еда. Большому телу нужно много пищи. На острове ресурс стабильно ниже. Отбор идет в сторону микроверсии вида. Отсутствие крупных наземных хищников. Если тебя никто не может съесть, можно не быть 20-метровым. Можно быть 6-метровым завроподом и жить нормально. Освобожденная хищная ниша. Если нет тираннозавра, кто-то эту нишу займет. Крупная птица, птерозавр, крупный крокодиломорф. На островах часто вверх выстреливают не те, кто на материке были сильнее. Ускоренное половое созревание. Мелкие формы быстро взрослеют, а в нестабильной островной экосистеме это преимущество. И вот главный итог нашего анализа. Если остров изолирован долго, появляется эндемичная фауна, которую ни с чем не перепутаешь. Все как на Мадагаскаре, но в меловом стиле. То есть чудовище на острове – это часто не что-то огромнее материкового аналога, а то, что заняло непривычную роль. Существует ли что-то подобное в современном мире? Конечно, это карликовые слоны Сицилии, гигантские вараны Комодо, гигантские крысы. Эти правила эволюции живут и сейчас, рядом с нами. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и обязательно жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».